Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Русторез. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица актера массовки. Итак, поехали. В марте 2022 года я оказался в Таиланде без работы и почти без денег. Я тогда только начинал работать веб-дизайнером на фрилансе. Зарабатывал ничтожно мало. До переезда я посмотрел несколько видео о жизни экспатов в Таиланде. Из них узнал, что здесь постоянно снимают кино, коммерческие фото- и видеопроекты. Для них нужны актеры и модели с европейской внешностью. Я давно интересовался работой в кино и рекламе. Еще в Москве проходил несколько кастингов, но без профильного образования меня никуда не брали. Порой предлагали работать за 500 рублей или вообще бесплатно. А вот в Таиланде, судя по рассказам экспата из видео, было довольно просто получить главную роль в рекламе или стать актером массовки в кино. Работа была несложная. Оплатили около 2000 тайских батов. Причем обычно сразу в конце смены. Это чуть меньше 5000 рублей. Так что уже в первые дни в Паттайе я стал подыскивать подработку актером, а за год снялся в 5 проектах. Моя карьера веб-дизайнера отлично складывается, но актерство я все равно не бросаю. Расскажу, как найти роли в кино и рекламе в Таиланде, какие будут условия и сколько на этом можно заработать. Таиланд привлекает киношников и рекламщиков дешевой рабочей силой и невероятно красивой природой. Поэтому здесь снимают много голливудских и индийских фильмов, а также рекламу известных брендов. Для кино обычно подыскивают актеров массовки, а для рекламы и главных героев, и массовку. Актер массовки – это человек, которого видно на фоне основных персонажей. Часто актеру нужно просто идти позади главных героев, с кем-то общаться, стоять или сидеть неподалеку. В общем, делать то, что придаст сцене естественный вид. Действия актеров массовки строго регламентированы и зависят от сценария. Но обычно ничего сложного в роли нет. В основном я подыскиваю работу в кино или сериалах. Съемки в таких проектах для меня – это прикосновение к великому и загадочному искусству. Мне нравится творческий процесс подготовки и то, как все происходит. Но фото и видеосъемки для рекламы тоже рассматриваю. Чтобы откликнуться на вакансию актера массовки или модели, нужно прикрепить в комментарии или отправить на указанный контакт Comp Card Picture
комп-карт или коллаж из фото в разных образах. В комп-карте указывают имя, контакт в мессенджере Line и номер телефона. Можно добавить ссылки на соцсети. Желательно еще написать возраст, национальность и параметры. Агенты добавят карточку в базу, а если вы подходите на роль, с вами свяжутся. Фото в комп-карте должны быть свежими, не отфотошопленными. Я сначала собрал комп-карт со снимков, которые у меня были сделаны еще в России, а потом познакомился с фотографом в Паттайе, и мы устроили фотосессию на острове Ко Лан. Теперь у меня новый комп-карт с качественными и актуальными фотографиями. Для более серьезных ролей просят прислать интродьюс-видео. В нем нужно вкратце представиться, рассказать об интересах и опыте. Иногда предлагают пройти самокастинг, записать на видео, как что-то делаешь по сценарию. По таким записям кастинг-менеджеры оценивают голос, речь, мимику и движение кандидата. Если он подходит, приглашают на основной кастинг. Съемочный день всегда начинается и заканчивается в разное время. Мне чаще попадались ночные съемки. Мы начинали в 15-17 и заканчивали ближе к 5 утра. Территория съемок всегда разная. Однажды они проходили на каком-то заводе, где массовка встречала главу русской мафии, которого выпускали из тюрьмы. Несколько раз снимались в выставочном центре. Один раз на закрытой станции BTS. Это наземное метро в Бангкоке. Перед выходом на площадку координаторы вкратце объясняют массовке, что сейчас будет происходить. Например, вы сегодня пассажиры в аэропорту или вы заключенные в тюрьме. Больше никаких подробностей мы не знаем. После массовка проходит на съемочную площадку. Там выдают реквизит, сумки, телефоны, микрофоны и так далее. Когда я играл пассажира аэропорта, у меня была сумка и паспорт с билетом. А когда играл журналиста, мне выдали огромную видеокамеру. Режиссер дает много голосовых команд. Вот самые важные для актеров. Экшен, действие. Обычно команда касается главных актеров. Бэкграунд экшен. Тут должна начать действовать массовка. Back to firsts. Если что-то пошло не так, все возвращаются на исходные позиции. Кат. Снято. Если режиссер видит, что кто-то двигается как-то не так, то он может сказать, чтобы человек просто шел или стоял и смотрел в телефон. А может и поменять его с кем-то с заднего плана. Очень интересно наблюдать, как снимаются большие фильмы.
Зачастую для одного кадра длительностью 5-10 секунд переставляют свет, декорации, а съемки таких кадров проходят часами. Меня восхищает, как оператор управляется с огромной камерой, как художники по свету с помощью 2 прожекторов создают невероятные закаты, рассветы и атмосферу. В общем, процесс съемок меня безумно вдохновляет. На перерыв дают от 15 минут до часа. В это время можно поесть, отдохнуть и пообщаться с другими участниками массовки. На площадках бесплатно кормят 1-3 раза. Это зависит от съемочной команды и продолжительности смены. Обычно можно поесть до съемок, в небольшой перерыв, иногда дают снеки после. В меню в основном тайская еда. Иногда бывает европейская, сэндвичи или бургеры. Воду, кофе и чай можно брать неограниченно. Как правило, все столики и буфет находятся в зоне, где вас встречают и переодевают. По завершении съемочного дня реквизит забирают сразу на площадке. Костюмы в том месте, где вы переодевались. Далее выстраивается очередь к агенту. Он выдает деньги, все расписываются в ведомости и можно уходить. Если работаете с агентом впервые и с вами не было никаких проблем, он может включить вас в базу и приглашать на другие проекты. У меня так и произошло. Я работал с индийцами и американцами. Индийские киношники крайне неорганизованные, постоянно урезают бюджеты и меньше платят. К примеру, за целый съемочный день в рекламе индийского кино нам заплатили всего 1500 тайских батов, хотя везде в основном платят 2000. Еще могут задерживать на съемках, при этом не оплачивают сверхурочное время. У американских киношников все более спланировано. Они платят больше, кормят лучше. Если задерживают на съемках, за это время оплачивают. Как правило, 150-250 батов в час. Друзья, вот такая история. Очень надеюсь, что она вам понравилась. И я буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео или даже подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие ролики. А у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!